Всем привет! Сегодня у меня начинается сбор урожая батата. Вот такие заросли. Здесь у меня 6 рядов батата. Вот эти первые ряды очень огромные, очень крупные, большие лианы. Здесь немножко поменьше. Здесь будет удобнее копать. Сейчас буду обрезать листья и собирать урожай. И, конечно же, покажу вам, какой урожай получился батата. Скажу вам за сроки уборки. Многих интересует, когда начинать его копать. Когда температура воздуха днем опускается до 10 градусов. Чем дольше лежит батат в земле, тем крупнее клубни, тем он мощнее, тем красивее сам плод. Если есть возможность держать до ноября в грунте, то, пожалуйста, держите. Но сейчас конец сентября, и сегодня температура на улице днем уже 10 градусов, и идут дожди. Вчера был дождь, завтра будет дождь, сегодня дождя нет, пасмурный день, и мы решили его собрать, потому что неизвестно, какая будет погода в следующие дни. Еще должно быть бабье лето, но уже тепла как такового не будет, поэтому урожай решили собрать сегодня. Приступаем к сбору урожая. И начинаем обрезать листву. Для того, чтобы его выкопать, нужно обрезать листву. Смотрите, какие мощные лианы. Так заворачиваете и начинаете обрезать, оставляя сантиметров 5 отростки, чтобы видно было, где именно лунка. И скажу вам так, у меня расстояние между рядами примерно сантиметров 50. Это очень мало для такого мощного растения. Поэтому на будущее, кто собирается высаживать батат в следующем году, сразу же давайте расстояние примерно между рядами около метра. А еще лучше посадили рядочек батата, возле него посадили какую-то культуру, дали расстояние от отростка по 50 сантиметров в одну сторону и в другую, и посадили какую-то другую культуру. Это если у вас несколько разных сортов, чтобы батат рос как бы не переплетался между собой, как переплелись у меня все сорта, потому что я дала очень маленькое расстояние между рядами. Смотрите, какие длинные лианы у растения. Вот на такое расстояние нужно давать ему место. Примерно метр. Этот метр должен лежать между рядами, потому что растение очень сильно расплетается. Выращивала я батат сама. Зимой закладывала клубни на проращивание. На моем канале есть видео по проращиванию батата. Я поставлю вам в конечной заставочке это видео. И какой уход на протяжении лета за этим растением. Ухода практически никакого. Выросли росточки, посадила их, посадила в грунт на возвышенности. Почему на возвышенность, на такой холмик? Потому что его почти невозможно окучить. Вот как мы окучиваем картошку, можно и 2 раза окучить, сделать большие холмики, и в этих холмиках картошка растет. Точно так же растет батат на холмиках, но это очень быстро растущее растение. И
если начнем его окучивать по принципу, как окучиваем картофель, то мы можем нарушить зеленую массу этих растений, потому что оно быстро растущее. И сразу же лучше высаживать, делать холмики, возвышенности и сразу же делать лунку в этих холмиках и высаживать туда растения. Вот оно, это растение, даже есть у него из междоузлей новые корни. Оно присасывается к грунту. Если дать ему подольше, конечно же, и здесь бы на вот этих корнях тоже образовывались бы плоды, если бы оно лежало в грунте немножко подольше. Значит, посадила я его, пролила. Ну, полив, конечно, был регулярный, потому что, как и любое растение, батат тоже любит влагу, и за счет влаги нарастают большие клубни. Но ничем я за все лето его не удобряла, никакими препаратами не проливала от вредителей, потому что его не ест никто из вредителей, не кушает. Листья как были зеленые, так и остались, без всяких болезней, без тли, без всего. Только полив. Вот 2 рядочка я освободила, показываю вам наглядно. Расстояние между одним кустом и вторым у меня слишком маленькое. А расстояние должно быть примерно, вот допустим, один куст, и вот у меня через 1,5 метра кусты хризантем. Вот примерно вот такое расстояние должно быть между рядами. Холмики можно делать еще больше, потому что как раз в этих холмиках на возвышенностях, в середине возвышенностей закладываются плоды. Чем больше будет насыпь, тем больше будет плодов. Ну и сейчас начнем копать вместе с вами. Посмотрим, что у нас с урожаем. Ну и вот первый куст выкапываем вместе с вами. Сама еще не знаю, что там, не смотрела, не заглядывала, не выкапывала. Интересно, какой будет урожай. Дождики прошли, земля рыхлая. Копается очень хорошо. Ну, я скажу вам, что земля рыхлая у этого растения даже без дождей, потому что лианы закрывают всю поверхность. О, смотрите, какой. Так, сейчас немножко подкопаю, и я буду выбирать. Все. Так. Вот, смотрите. Вот, с ладонь. Клубень с ладонь. Это немножко меньше. Помощница нам помогает. Тут надо было больше раскопать. Есть и маленькие плоды. И знаете, что батат расползается в стороны, поэтому нужно смотреть и по сторонам. Вот видите, сюда дальше пошли корни. Надо будет сейчас выкапываем второй ряд. Это сорт, по-моему, Purple. Вот точно не могу сказать. Смотрите, тоже больше моей ладони клубень. И здесь немножко поменьше. Вот такая красота. Помощница нам тоже тут роет, помогает. Смотрите, какие клубни. Это со второго куста. Громадные вообще. Я такая довольная. Смотрите, класс.
Ребята, хочу сказать вам ошибки, которые я совершила при посадке росточков. Вот этот холмик, который у меня здесь, нужно делать в высоту примерно сантиметров 50 и в ширину сантиметров 40. В таком случае будут клубни располагаться на возвышенности. Они будут внутри холмика и будут над грунтом, над землей. Так как у меня холмики сильно маленькие, насыпала сантиметров 20, но со временем за целое лето они осели, то все плоды ушли внутрь в землю. И мы копаем вот, покажи, ямы. Смотрите, он пошел туда вглубь. Вот. И мы копаем сантиметров на 50, чтобы вытянуть вот такой плод. Вот, смотрите. Он в самом-самом низу. Он огромный, хороший, но в самом низу, вглубь, пошел вглубь. Поэтому холмики при посадке росточков нужно делать повыше и пошире. Ребята, показываю вам урожай с одного ряда. Ряд примерно 5 метров у меня. И вот смотрите, вот такой шикарный урожай. Вот такие клубни на пол моей руки. Вот смотрите, шикарный урожай. Я считаю, что этот ряд себя показал на отлично. Вот такой клубень громадный. Много, конечно, мы порезали, потому что они шли сильно глубоко, закладывались. Порезали, но я их отложу отдельно, и через месяц они подсохнут, корочкой возьмутся срезы, и через месяц его можно употреблять в пищу. Почему через месяц? Потому что в течение месяца после того, как выкопали клубни, им нужно дать полежать, они набирают в течение месяца, освобождаясь от грунта, набирают очень хорошие вкусовые качества. Вот через месяц их можно употреблять в пищу. Намного меньший урожай с третьего рядка. Это сорт, пропишу потом. Он с оранжевой мякотью. Вот такие розовые клубни, а мякоть оранжевая. Но его намного меньше, хотя уход был один и тот же с вот таким сиреневым бататом. Это 4 кустика ипомеи декоративной Black Tone. Вот я ее уже обрезала листья. Вот такая она. Вот такие получились из 4 кустиков клубеньки. Для кашпо на следующий год, для вот такой красивой темной листвы, у меня будет, если сохраняться за зиму. Ну все, батат мы выкопали. 6 сортов у меня. Вот такое. Это сиреневый и с сиреневой мякотью внутри. Потом белый. Это я садила декоративный. Вот такая белая мякоть. Вот Lady Fingers, или, по-моему, ну, в общем, вот такой сорт у меня есть кашпо. Для кашпо на следующий год у меня будет. Потом вот столько накопали Black Tone, тоже декоративный у меня в кашпо такой есть. Потом вот такой сорт, целый ряд. Лучше всего дал плоды вот такой розовый с белой мякотью. Потом такой светло-розовый, больше похож на морковку. И оранжевая мякоть внутри. И еще вот такой сорт. Такой тоже какой-то телесного цвета. Даже не розового. Вот столько клубеньков. Вот такой у нас урожай батата. В принципе, я довольна. Некоторые сорта плохо дали плоды, но, может быть, для них это был не урожайный год.
Уход был одинаковый, только поливы. Ничем не обрабатывала, ни химикатами никакими, ни подкормками. Ничего с ним не делала, только поливала. Сейчас я это все собираю по сортам. Раскладываю в сарае на пол для просушки. И потом в ящики на хранение. Хранение батата при температуре до 18 градусов. 10-18 градусов. Не меньше и не выше. Потому что батат любит прохладный воздух, но не холодный. Если опустить его в подвал, подвалы обычно сырые, батат пропадет. Он не будет лежать всю зиму. Ему нужно сухое помещение при температуре от 10 до 18 градусов. Вот такое у него хранение всю зиму. На этом видео заканчиваю. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.